С каждым днем растет количество пленных украинских силовиков. Под Иловайском в плен к ополчению попали около 200 боевиков батальонов Днепр, Донбасс, Азов без командования. Полностью деморализованные, много раненых. Ты что, не знал, какие используют грады, какие мины используют? Какие ураганы стреляют по городам? Или вы не видели, как стреляют по Иловайску? Видел? Видел? Ну и как ты считаешь, это правильно? Сколько погибло людей, мирных жителей, которые не имели к этой войне никакого отношения, они просто хотели жить. Знаешь, сколько их погибло в Иловайске? Так вот я тебе скажу, раза в 2 больше, чем осталось живых. То, что я видел и то, что осознал, мне просить Бога буду прощения. Замаливать. Этого человека зовут Алексей. Его отряд сам сдался в плен ополченцам. По словам мужчины, думал, что в батальоне Донбасс поможет наводить правопорядок в стране. Сам он родом из Луганска. Несколько дней назад узнал, что в бомбежках, проводимых товарищами по оружию, погибла его собственная мать. На эту войну он теперь смотрит по-другому. Нет, это кровопролитие братское, это вообще нет. У меня мать погибла. А при каких обстоятельствах она погибла? Минометный или артобстрел. Чей? Украинцев по Луганску. Называли вас фашистами. Вот вы как к этому относитесь? Ну, видимо, так и есть после всего, что мы делали. Ну, я, по крайней мере, не делал. Я пришел с чистыми побуждениями. Знаете, такая вот утопия, что ли, или это. Я верил в то, что говорят СМИ украинские. Такое по украинским каналам не показывают. Руины Иловайска, разрушенные школы, изрешеченные снарядами дома, уничтоженные машины, десятки убитых. 7 августа нас тут бьют, стреляют, убивают. За что? И мы город восстановим. Как бы ни было, но мы город вернем к жизни. Простите. Снаряды продолжают падать и в Донецке. В результате артобстрела украинской армии взорвано по меньшей мере 20 жилых домов. Есть погибшие. Они думают, что мы какие-то сепаратисты. Какие мы сепаратисты? Мы простые рабочие, ё-моё. И они по нам стреляют. Тем не менее, гуманитарно-боевая операция ополченцев сейчас набирает обороты. Свидетельства тому — десятки освобождаемых от украинских силовиков населенных пунктов. Карательные отряды отступают, попадают в окружение, сдаются. На волне этих успехов в Луганске даже решили 1 сентября быть. Из более чем 30 школ откроется всего 6. Электричество от генераторов, в столовой сухие пайки, но возвращаться к мирной жизни как-то нужно, говорят в правительстве самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Юго-восток Украины устал от войны.